Приветствую, коллега! Если тебе некогда смотреть все 500 роликов у меня на канале, но ты хочешь во всем разобраться, я сделал для тебя кое-что особенное. На Бусти я выкладываю эксклюзивный материал с самой выжимкой пользы. Никаких подписок, просто разовая плата за конкретный ролик, который тебя заинтересовал. Сэкономь свое время и забери готовое решение. Переходи по ссылочке, она будет в первом закрепленном комментарии и в описании. Итак, друзья, сегодня мы спускаемся в производственный ад. Мы будем говорить о материалах, которые ненавидят, когда их режут. Титан и нержавейка. Это не просто металлы, это экзамен на профпригодность любого технолога. Они будут сжигать ваши фрезы, ломать шпиндели и заставлять станки выть от перегрузок. Мы разберем физику этого процесса и найдем управу на самых упрямых пациентов в цеху. Готовы узнать, почему эти сплавы едят ваши резцы на завтрак? Итак, знакомьтесь, слева титановый сплав. Мечта авиаторов, легкий, прочный нержавеец. Справа аустенитная нержавейка, любимица медиков и нефтяников. Казалось бы, идеальные характеристики на бумаге, но как только резец касается их поверхности, начинается война. Они обладают уникальным физико-химическим свойством, которое делают их обработку сущим кошмаром для неподготовленного производства. Их прочность при высоких температурах феноменальна. Но задумывались ли вы, какая темная тайна скрывается за их безупречными паспортами качества? Первый удар наносит термодинамика. У титана теплопроводность в 6 раз ниже, чем у обычной стали. Представьте себе, вы режете металл, выделяется чудовищное количество энергии, но деталь и стружка отказываются забирать это тепло. Они работают как идеальный термос. Вся эта тепловая пушка бьет в одну микроскопическую точку, режущую кромку вашего инструмента. Температура в зоне контакта мгновенно взлетает до 1000 градусов. И вот тут возникает самый главный вопрос. Куда деваться этому 80% тепловому удару, если сама деталь его просто отвергает? А теперь о нержавейке 316L. У нее другой фокус. Она невероятно пластична, она обладает подлым свойством – деформационным уплотнением или наклепом. Как только ваш резец деформирует первый миллиметр металла, поверхностный слой мгновенно перестраивается и становится твердым, как танковая броня. Вы пытаетесь сделать следующий проход, а инструмент натыкается на поверхность, которая вдвое тверже исходной заготовки. Идет просто колоссальный износ. Но, как вы думаете, можно ли обмануть металл, который становится только сильнее от каждого вашего удара? Третий всадник апокалипсиса – химическое сродство. При тех сумасшедших температурах, о которых мы сейчас с вами говорим, титан становится невероятно химически активным. Он буквально внедряется в материал вашего твердого сплава на атомном уровне. Происходит микросварка. Куски стружки намертво привариваются к передней поверхности резца, образуя так называемый нарост. Резец теряет геометрию, тупится и просто начинает рвать поверхность. Но что же будет происходить, когда этот раскаленный нарост в итоге оторвется вместе с рабочим слоем нашей дорогостоящей фрезы или твердосплавной пластины? Если вы поставите обычную фрезу по стали на титан, она проживет максимум пару минут. Вы получите диффузионный износ, лунки на передней поверхности, катастрофическое выкрашивание кромок и в финале звонкий хруст на весь цех. Это кладбище надежд неопытных менеджеров, которые думали сэкономить на инструменте. Стандартные решения здесь не работают в принципе. Твердый сплав нуждается в серьезной защите, иначе мы будем работать только на корзину с металлоломом. Раз стандартная броня пробита, из чего нам ковать новое оружие для нашей битвы? На помощь приходит вакуумно-плазменное осаждение, PVD или CVD покрытие. Классика жанра: нитрид титана алюминия. За счет добавления алюминия на поверхности резца образуется защитная оксидная пленка. Она создает так называемый термобарьер, который не пускает жар внутрь карбида вольфрама. Это позволяет нам поднять скорости резания и защитить инструмент от адгезии. Мы создаем барьер толщиной в пару микрон, который решает задачу макроуровня. Но что делать, когда температура в зоне резания перевалит за 800 градусов? И даже этот щит
начнет плавиться. Когда пасуют классические покрытия, мы достаем козырь, нанокомпозиты. Познакомьтесь. Добавление кремния меняет все. Формируется структура, где нанокристаллы окружены аморфной фазой нитрида кремния. Эта штука выдерживает до 1200 градусов Цельсия. Она обладает феноменальной твердостью и потрясающе низким коэффициентом трения. Стружка скользит по ней как по льду, не успевая привариться. Инструмент живет намного дольше, деталь выходит блестящей и гладкой. Но вопрос другой. Спасет ли нас только лишь идеальная броня, если сам клин выкован неправильно? Даже с суперпокрытием вы потерпите фиаско, если ошибетесь в геометрии. Титан, он немножечко пружинит, у него низкий модуль упругости, и он отгибается от резца, а потом бьет его в спину, вызывая дикие вибрации. Поэтому для фрез мы используем переменный шаг зубьев в неравномерном уклоном спирали. Это ломает гармонику и гасит резонанс. Кромка должна быть острой, чтобы минимизировать наклеп, но прочной, чтобы не выкрашиться. Настоящее искусство компромисса. И вот у нас уже в руках идеальный инструмент, какую стратегию боя мы будем выбирать. Забудьте о дедовском методе резания всей шириной фрезы. Для титана нержавейки мы используем трохоидальное фрезерование. Мы заходим по спирали на всю глубину, но срезаем буквально миллиметр по ширине. Угол охвата минимален. Резец проводит в металле доли секунды, а затем большую часть оборота остывает в воздухе. Мы получаем тонкую стружку, нулевой перегрев и феноменальный рост стойкости инструмента. Но как мы справимся с локальным адом на самой кромке, куда воздух просто не долетает? Обычный полив СОЖ здесь как слону дробина, жидкость просто и начнет испаряться, не долетая даже до кромки. Поэтому мы бьем струей прямо в корень стружки под высоким давлением. Обычно это 70 атмосфер и более. Эта гидравлическая монтировка не только сбивает температуру, но и физически ломает вязкую титановую стружку, не давая ей наматываться на шпиндель. Стружка становится короткой и легко удаляется. Давление решает все. Но что если мы хотим изменить правила игры и заморозить саму проблему на корню? Когда обычная СОЖ не справляется или деталь нельзя пачкать маслом, например, медицинские импланты, мы пускаем в ход криогенику, жидкий азот, минус 196 градусов по Цельсию прямо на режущую кромку. Мы мгновенно гасим температуру, предотвращаем налипание и химические реакции. Износ инструмента падает кратно. Никаких лунок, никакого нароста. Технология будущего прямо в цеху. Но криогеника — это сложно, дорого и требует специального оборудования и условий. А если я вам скажу, что можно добиться крутого эффекта всего лишь каплей масла? Добро пожаловать в эру MQL. Мы подаем в зону резания не тонны эмульсии, а тончайший аэрозоль, буквально миллиметры растительного или синтетического масла в час. Эта микроскопическая пленка проникает в зону контакта, радикально снижая трение. Нет трения — нет нагрева. Стружка получается сухой и идеальной для переплавки. Экология не страдает, а станки остаются чистыми. Мы довели классическое резание прямо до совершенства. Но что если к вращению шпинделя мы добавим еще чуть-чуть, немножечко магии высокочастотных колебаний? Ультразвуковое резание. Мы заставляем инструмент вибрировать с частотой 20 тысяч Гц вдоль оси подачи. Процесс резания становится прерывистым на микроуровне. Резец успевает ударить металл и отступить. Это колоссальное снижение силы резания. Температура падает, а стружка ломается сама собой. Срок службы вашего твердосплавного инструмента на титане вырастает в несколько раз. Идеально для тонкостенных авиационных деталей. Но как быть, если деталь настолько сложна, что к ней невозможно подобраться ни одним физическим резцом в мире? Если механическая обработка сдается, мы бьем материал молниями. Электроэрозионная или электрохимическая обработка не касается деталей физически. Мы выжигаем титан тысячами микроискр или растворяем его в электролите. Твердость материала больше не имеет значения. Мы можем делать отверстия любой геометрии, глубокие пазы и сложнейшие матрицы. Идеально для лопаток газотурбинных двигателей. Однако молнии оставляют на поверхности микротрещины и белый переклеенный слой.
Как нам спасти усталостную прочность этих ответственных деталей? Все, что мы делаем, влияет на поверхностную целостность детали. Если мы перегреем титан и нержавейку, на поверхности возникнут растягивающее остаточное напряжение. К примеру, для самолета это смертельный приговор, так как там начнут расти трещины и усталость. Правильно подобрав углы инструмента, режимы и охлаждения, мы создаем сжимающее напряжение. Мы как бы запечатываем поверхность, делая ее неуязвимой. Мы сделаем идеальную деталь. Но как убедиться, что внутреннее напряжение, скопившееся в слитке, не скрутит ее в бараний рог после снятия со станка? Ответ тут прост. Отжиг и термообработка. Особенно это касается 3D-печатных титановых деталей, где внутреннее напряжение рвут металл изнутри из-за диких градиентов температур при плавке. Мы помещаем наши шедевры в вакуумные печи, снимаем остаточный стресс, проводим горячее изостатическое прессование, чтобы схлопнуть внутренние поры. Мы нормализуем структуру и возвращаем металлу его первозданную прочность. И тут возникает философский вопрос. А нужно ли нам вообще переводить 90% титанового слитка в дорогую стружку? Вот она, смена парадигмы. Аддитивное производство. Мы больше не отсекаем лишнее. Мы выращиваем нужное. Слой за слоем мы плавим титановый порошок лазером. Коэффициент использования материала близится к 100%. Никакого износа фрез, никаких ограничений по геометрии, внутренние каналы охлаждения, да легко. Бионический дизайн, пожалуйста. Кажется, смерть для традиционной механической обработки металла. Так что, коллеги, может быть, выключать ЧПУ станки и сдавать резцы в утиль? А вот и нет. 3D-печать дает форму, но она не может дать идеальную точность и зеркальную шероховатость поверхности. Во всяком случае, пока. Поэтому будущее за гибридными станками. В одной камере мы лазером наплавляем сложный элемент из титана, а шпиндель, находящийся рядом, тут же прецизионно фрезерует или точит посадочные места и резьбы инструментом с определенным покрытием и криогенным охлаждением. Идеальный симбиоз создания и доводки формы. Какой же главный вывод мы должны вынести из всей этой технологической гонки вооружения? Технологии — это здорово, но никакое покрытие, никакой ультразвук или 3D принтер не заменит мозги инженера-технолога. Обработка титана, нержавейки — это игра на опережение, где можно понимать физику процесса, уважать материал и грамотно комбинировать различные методы обработки. Мы не боремся с материалом, мы используем его слабости. Сбрасываем тепло трохоидой, ломаем наклеп острой кромкой, снимаем напряжение термообработкой. Сегодня вы узнали ваши главные секреты. Готовы ли вы применить их в цеху и создать деталь, которая покорит не только космос, но и весь мир? И это только начало пути. Спасибо за внимание. У меня на этом все. Всем добра. Пока-пока.